Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу показать вам, как я буду делать сережки. 5 пар подготовила. Может быть, вам понравится и вы захотите сделать себе тоже такие. Начну с самых простых. Помните, да? Такую подвесочку, перчик, звездочки. Я подобрала бусинку. Бусинка 12 миллиметров. И я ставлю на пин. Пин у меня с петелькой. Отгибаем. И здесь оставляю для того, чтобы загнуть петельку такую же, как и с другой стороны. Беру круглогубцы и не кончиками отступаю и делаем вот такую петельку. Получается вот такая петелька. Теперь я возьму вот такое колечко, раскроем его, я продеваю вот сюда и закрываем. С другой стороны мне нужно отогнуть вот так петельку и подвешиваем подвеску и закрываем. Получается вот такой подвесной элемент. Будет на вот такой швензе подвесной элемент. И вот такая будет серьга интересная. Посмотрите, как здорово смотрится. Освежающие такие летние белые бусинки. Посмотрите, какая прелесть. Так, следующие сережечки возьму вот эти. Вот такая подвеска у меня. Цветочек. Ну и я подобрала вот такую жемчужинку, более такого молочного цвета, подходящую в тон. У меня здесь штифт. Сейчас скажу, сколько сантиметров. 3 сантиметра. Я продеваю в бусинку. И колпачок вот такой у меня. Ставлю на бусинку. Отгибаем. Оставляем для петельки. И закручиваем петельку. И вставляю прям в отверстие, чтобы край спрятался пина. Вот получается вот так. Теперь берем колечко. Вот такие колечки, это 8 миллиметров. И продеваем, видно, да? И вот так прикрепляем жемчужинку. И теперь к швензе нужно прикрепить. Смотрим, где перед, где зад на швензе. Швенза здесь, петелька раскрывается, но я не буду ее трогать. Здесь можно просто отодвинуть. Здесь проще это сделать. Раз, и закрыли. Получается вот такая сережечка. Вот вторая. Вторая пара. Так, ну, возьмем вот эту серьгу. Эти детальки я показывала. Посмотрите, какие красивые. И здесь такой красивый бирюзовый цвет. Я подобрала вот такую бусинку. Очень хорошо подходит по цвету. И ничего сложного. Беру также штифт с петелькой 3 сантиметра. Колпачок сначала надели. И потом бусину. Потом опять колпачок. Обрезаем. И закручиваем петельку, чтобы, как всегда, край зашел, сам край зашел вот в этот колпачок. И так лучше держаться будет. Теперь
Просто надо раскрыть петельки. Здесь мы ставим швензу, гвоздик, и закрываем петельку. С другой стороны также раскрываем и ставим подвесочку. Здесь главное, чтобы поставить и подвеску, и швензу именно вот так ровно. Не подвесить подвеску наизнанку. Обращайте на это внимание, если делать будете. Вот такие получились красивые сережечки небесно-голубого цвета. Так, следующий давайте сделаем еще интересней. Вот такая подвесочка красивого цвета. Такая же бусинка, подходящая по цвету. Есть у меня вот такой коннектор. Здесь есть лицо и изнанка. Более здесь четкий рисунок на лицевой стороне. И сделаем теперь сережку. Так, и возьму вот такую швензу, посмотрите. Стразики. 2 колпачка мне понадобится и штифт. Берем на штифт, надеваем колпачок, бусинку. Ну и также нужно сделать петельку. Загибаем. Закрываем. Здесь мне нужно сделать, чтобы петельки смотрели в разные стороны. Мне нужно их перекрутить немного. Вот эти штифты, они очень крепкие. Кажется, что они тоненькие, но их трудно даже покрутить. Такие упругие. Вот одно колечко смотрело в одну плоскость, другое вот так. И теперь берем капельку, раскрываем колечко, маленькое колечко, которое я показывала, 3,5 миллиметра. Очень удобное, как раз для таких маленьких подвесочек. И закрываем колечко. Вот такая капелька красивая получилась. И теперь здесь мы раскрываем петельку, и я продеваю. Главное, чтобы это была лицевая сторона. Так, закрываем. И теперь крепим уже к швензе, именно где стразики. Вот так смотрим. Раскрываем петельку. Так, стразики. Вот так. И закрываем петельку. Вот такая получается сережка. Посмотрите, как красиво смотрится. Длина сережки получается почти 6,5. Но сама подвеска 5 сантиметров. Такая еще одна красота. И еще одну сделаем сережку, не менее интересную, только с синими бусинками. Вот такой коннектор я показывала. Очень мне понравился он. Ну, я подобрала вот такие 2 бусинки синего цвета. Швенза. Здесь стразики синенькие и красненькие есть. Такая тоненькая. Единственное, что здесь очень толстенький штифт идет в начале, главное. Не в каждую дырочку ухо может пройти. Такая интересная швенза, тоненькая. Так, здесь мы возьмем пин с шариком и с петелькой. Здесь мне понадобится колечко маленькое и вот такая палочка с 2 отверстиями. Берем маленькую бусинку и сделаем из нее подвесочку. Мне нужно загнуть. Бусинка маленькая, неудобно загибать. Теперь здесь я
оставлю для петельки. И здесь нужно загнуть. Также колечко. Вот так делаем петельку аккуратненькую. Так, откладываем бусинку. Берем эту бусинку и делаем здесь такую же подвесочку. Так, обрезаем. Здесь мне тоже нужно сделать петельки, чтобы смотрели в разные плоскости. Перевернем. Вот видно вам, да? Одна так смотрит, другая так. В разные стороны. Так как будем подвешивать подвесочку, это имеет значение. Теперь будем собирать. Беру колечко маленькое. Его надо раскрыть. Вот такое маленькое. Тут так трудно найти соединение. Раскрываем. Хорошо проходит в отверстие. И крепим к подвесочке. Вот так. Здесь я возьму маленькую бусинку и подвесим ее к самой нижней палочке. И закрываем. Вот так у нас получается подвесочка. Ну и теперь берем с любой стороны бусинки, раскрываем петельку, крепим подвесочку. Вот так получается. И теперь нам надо прикрепить швензу. А в швензе уже я вижу отверстие есть. Расстояние здесь. Можно раскрыть швензу и смотрим, чтобы прикрепить правильно. И зажали. Вот такая получается интересная сережечка, длинненькая. Тоже подвесочка. Сейчас посмотрим, сколько получилось. 5,5 сантиметра. Вот такая пара серег красивая получилась. Ну скажите, не красота? Красота. Вот сколько можно сделать сережек с такими подвесками. И еще хочу показать вот такую восьмерочку. Попробуем сделать из нее крепление. Она такая маленькая, надо раскрыть ее. И она очень плотная. Не такая, чтобы взять руками раскрыть. Нет, очень плотная. Я взяла вот такую подвесочку. Теперь мне нужно это зажать. Именно нижнюю часть зажала. Я не буду сильно зажимать пока. Ну а на второе колечко надо другую подвесочку. И хочу попробовать, как это будет смотреться. Так, а теперь зажимаем вторую. Да, вот интересно, посмотрите. Можно соединить такими маленькими. Здесь можно и колечко не ставить. Очень интересно получается. Такая деталь. Тоже колечко я показывала и подвесочку. И теперь можно такую интересную детальку подвесить на любую серьгу, которая вот у нас есть, круглые, как подвеску, и менять можно. Посмотрите, какая у меня есть серьга интересная, такая длинная, красивая, прям под золото. Я раньше их покупала, ну и носила успешно. Посмотрите, как теперь смотрится, здорово. Вот такая подвесочка получилась. Также можно взять и вот такие простые серьги, которые можно прикрепить вот такую деталь, такой элемент. Посмотрите, как смотрится здорово. Только, конечно, швенза, эта серьга, она более желтая. Это надо другое что-нибудь, другую швензу. Вот такие серьги можно сделать самой. Посмотрите, какая красота получается. Вот такие сережки я еще сделала.
Очень мне нравятся вот эти швензы, но золото здесь, конечно, желтое-желтое. Здесь стоит проба, я такие покупала очень давно, уже пользуюсь. И сколько носила я такие швензы, они не темнеют и остаются хорошего качества. И в серебре такие покупала тоже. Не знаю, как сейчас. Есть они в продаже и сколько стоят, интересно. Они стоили недорого. И посмотрите, как я сделала цветочек и бабочка на цепочке. Очень красиво смотрятся такие сережечки. Потом у меня есть вот такие сережечки. Посмотрите, какие швензы, пусеты. Здесь такая заглушка. Я, по-моему, в магазине Жукова покупала. И подвески отдельно. Здесь прям кошачий глаз. Розовый-розовый. Такие красивые подвесочки. Нежно-розовый такой цвет. Очень оригинально смотрятся. Такие маленькие, аккуратненькие сережечки получились. Еще вот такие вот я сделала. Очень красивые здесь швензы. Здесь розочка. И бутончик такой розочки. Посмотрите. Какой красивый бутончик. Подвесила. Легкие, аккуратненькие сережечки. Вот такая пара. И еще покажу в серебре. Вот она, швенза, как и в золоте была. Стоит проба, посмотрите. Это я покупала давно. И вот сколько пролежали, не потемнели, отличного качества. Вот такие хорошие швензы. Вот такая у меня лилия в стразиках вся. Прикрепила я подвесочку из 2 жемчужин и такой шарик в стразиках. Другая сережечка наоборот, просто лилию я прикрепила в другом направлении. И вот такие красивые сережечки получились. Посмотрите, фотографии будут в конце видео. Какие у меня серьги. Эти серьги все будут в продаже свободной. Цены у меня доступные. Если кому-то понравилось, можете приобрести. Посмотрите, тоже красиво смотрится. Перламутровая рука Фатимы. И квадратная бусина. Тоже вот такие серьги сделала. Все эти серьги можно приобрести. Если кому-то понравилось, пишите или заходите на ярмарку мастеров. Ну а кто может себе сделать такие серьги? Вот я показала вам примеры. Посмотрите, какая красота получается с такой фурнитурой качественной, позолоченной. Жду от вас комментариев, напишите мне, что вам понравилось. Ну а если понравилось мое видео, поставьте мне пальчики, мне будет приятно. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!